транзит через газотранспортную систему Украины. Что-то, какие-то есть новости на эту тему? Ну да, похоже, эта тема станет дежурной. Ну, ближайшие, я думаю, несколько наших с тобой программ до конца года, да. А там, глядишь, и в новом году. Ну, если помните, со стороны Словакии премьер-министра Роберта Фица была попытка, были словесные интервенции, потом возникла какая-то тишина. Тут, по примеру того, что смогла сделать Венгрия с поставками нефти по южной ветке дружбы от компании «Лукойл». Помните, был эпизод, когда Киев заявил, что отказывается прокачивать нефть от «Лукойла», поскольку «Лукойл» в какие-то рестрикционные списки у них там входит без предупреждения, ну, традиционное поведение для киевских властей. Венгрия, да, разумеется, сначала возмутилась, потому что о таких вещах вообще заранее предупреждают, но, насколько я смог отследить, чуть больше, чем за месяц все проблемы решились. Южная ветка дружбы Россия, Белоруссия, Украина, Словакия, дальше Венгрия и кусочек Чехии. Немножечко изменилась система договоров, и сейчас Венгрия покупает лукойловскую нефть непосредственно на границе. И с решением Киева все в порядке. Сказали, что нефть от «Лукойла» не прокачиваем. Не прокачиваем. Вот она, настоящая, чистая венгерская нефть, европейская, со всеми необходимыми молекулами свободы, демократии, прав человека. Вот, все в порядке. И Венгрия ничем не обижена, потому что я думаю, что с «Лукойлом» вопрос о том, как рассчитываться за услуги по транзиту, ну, смогли решить. Фица дал понять, что будет пытаться сделать приблизительно то же самое с поставками газа. Многократное заявление всех мыслимых, немыслимых ветвей власти в Киеве о том, что договор о транзите продлен не будет. Вот живой пример в Венгрии, почему бы, собственно говоря, Словакии не покупать российский газ за пределами текущей границы России и Украины, с тем, чтобы демонстрировать Украине, вот мой словацкий газ всем пошел, всем хорош, красивый. Можете даже паспорта у молекул проверить, все граждане Словакии, все в порядке. Ну, поговорили, и тишина. Кстати, этот момент прокомментировал в одном из своих выступлений Владимир Владимирович Путин. Сказал, что такие варианты возможны, но начинать переговоры об этом надо было летом. Фица выступал в октябре. Может быть, по срокам ничего не получается. В том случае, если вот это не проходит, касались Азербайджана, это то, о чем говорил президент Азербайджана, велись переговоры о поставках азербайджанского газа из России в Европу. Звучит красиво, азербайджанский газ из России в Европу. Ну, мотив понятен. Азербайджан, который никаким рестрикциям в отношении России не причастен, имеет полное право покупать российский газ где хочет, в том числе и на территории России. И, соответственно, к текущей границе России и Украины будет подходить азербайджанский газ, и в Европу будет приходить азербайджанский газ. Вообще все в полном порядке. Но, опять же, информация от господина Алиева была в первых числах октября о том, что такие переговоры ведутся. Дальше тишина. Так что, насколько я понимаю, Словакия и ее государственная компания СПП готовится к тому, что с этой страны, с востока, газ приходить с 1 января просто не будет. Понятно, что у Словакии есть какие-то запасы в подземных хранилищах с тем, чтобы проблема вот в 00 часов 001 минуту 1 января 2025 года не возникла. Я знаю, что и публиковали информацию о том, что ведутся переговоры с целым рядом европейских компаний, причастных к газовой торговле, и с итальянцами, и с французами, и BP, англо-голландскими. Мотив, ну, в любом случае один и тот же. Нужно где-то иметь возможность приобрести сжиженный природный газ, потом придумать маршрут доставки до Словакии, у которой выхода к морю нет. Оптимальный вариант для Словакии – поставки через Чехию, потому что с тех времен, когда это была единая Чехословацкая социалистическая республика, газовая система едина. Здесь не нужны какие-то дополнительные усилия, чтобы прокачать газ. Ну, тогда возникает вопрос, как газ доставить в Чехию. Чьи регистрационные терминалы, чьи газопроводы можно использовать, чьи подземные хранилища газа можно использовать. То есть целый клубок проблем. Как бы логически получается и логистически получается, что наиболее удобный транзит через Германию. Напомню, что
в том самом месте, где на берег выходили трубы двух северных потоков, прекрасное правительство Германии догадалось поставить регистрационный терминал. Ну, то есть логистически все совершенно разумно сделано. Напомню, что Северный поток-1 на берегу расходился на два направления. Одно на север к Гамбургу, одно в сторону Чехии. Северный поток-2, обе трубы уходили в Чехию. Там география такова, что газ из Германии приходил в Чехию, из Чехии в Германию. Чтобы не обходить по кругу по государственной границе, проложили напрямую. Здесь тоже есть проблемка. Такая прекрасное правительство Германии обеспечило, чтобы никому не было скучно. Летом этого года они придумали налог за прокачку газа. То есть не только вот сугубо транзитные расценки, но мы еще придумали налог. Нам так захотелось. 20% поверх транзитной стоимости. Причина тоже понятна. После того, как в 2022 году по распоряжению многоуважаемого господина Хера Шольца компания Юнипер закупала газ по любой цене. Вот когда мы там видели 2000 за 1000 кубометров долларов, 3000 долларов за 1000 кубометров. Ну, закупили, закачали. Сейчас цена несколько иная. Для того, чтобы Юнипер спасти от банкротства, и так пришлось бюджетное вливание, и даже украденный у России холдинг «Газпром» Германия не помогает. Надо как-то эти убытки покрывать. Почему бы не собрать соседей? Это же такая европейская традиция. Разумеется, соседи, услышав о том, что вот такая прекрасная мысль пришла, подали в суд европейский, суд выиграли, Германия это признала, но для того, чтобы его отменить, нужно решение парламента. А у нас правительственный кризис. Вот. И перевыборы. И перевыборы, и так далее, и так далее. То есть вопрос, конечно, решится, но, вероятнее всего, к тому времени, когда отопительный сезон закончится. По оценкам НСОГ, это Ассоциация компаний операторов газотранспортных систем, для всех соседей Германии вот, дополнительный налог – это 7% к стоимости газа. Так получилось. Так что каким образом Словакия будет решать вопрос с собственным газовым снабжением? Есть регистрационные терминалы во Франции. Может быть, вот этот вариант подойдет. Есть возможность использовать трансбалканский газопровод в реверсном направлении. Соответственно, можно покупать СПГ, разгружать его в Греции. Там такой хороший парк регистрационных терминалов можно в Италии. Понятно, что в любом случае это будет обходиться дороже, а кому сейчас легко. Останемся в газовой тематике. В прошлой программе мы с тобой говорили о визите министра энергетики Молдовы в Санкт-Петербург, встрече с Алексеем Миллером, с главой «Газпрома». И, я так понимаю, практически о безрезультатности этих переговоров. Молдова же не признает долги перед «Газпромом» там, за 700 миллионов долларов. Зачем признавать? Поэтому вот «Газпром», насколько я понимаю, предложил Молдове решать вопросы напрямую с Киева по транзиту и прочее, прочее. С 1 декабря министр энергетики объявил о росте тарифов для населения и, я так понимаю, для промышленных предприятий, в том числе на поставки газа на, дай бог памяти, то ли 22, то ли 26%, да, и в стране, естественно, начали искать козла отпущения, и вот буквально вчера премьер-министр Ричан таким козлом отпущения назначил бывшего уже главу Минэнерго Парликова, взял на себя обязанности по распутыванию. Парликов, град Петра на Неве, за государственный счет видел последний раз. Да. Вот такая экскурсия. Посмотрим. Тут же смена правительства – это такое дело. Но, на твой взгляд, решит ли вот эта припарка, на мой взгляд, мертвому подходу Молдовы к решению своих газовых проблем, а за ними все предполагают специалисты, что потянутся рост тарифов и на электроэнергию, и на все остальные услуги? То, что повышение стоимости газа приведет к повышению стоимости электроэнергии, это автоматически просто, по-другому не бывает. Были обращения за помощью со стороны Молдавии к Европейской комиссии, договор об ассоциации подписали, давайте вы нам поможете. Ответа, разумеется, нет, не до этого сейчас
тревожно. Там у Макрона правительство убежало, там Шольц как-то плохо сидит. В очередной раз призываю, если нас кто-то из Германии слушает, голосуйте за Шольца, это лучший кандидат, замечательный человек. Оставьте его канцлером навсегда. Особенно, я так понимаю, обращение должны сейчас услышать работники автомобильной промышленности. Да, конечно. Только Шольц. В крайнем случае можно сменить на Бербок. Очень грамотная девушка. Поведет Германию туда, куда надо. Ну, на мой взгляд. Куда еще Германию вести? Туда, куда надо. Как будут решать кишиневские власти вот эту проблему, которая возникла, мне сказать сложно. На самом деле, после подписания договора об ассоциации, когда нужно было продлевать договор с «Газпромом», Кишинев уже решил, что нужно идти по европейскому пути. Нет долгосрочным контрактам, нет привязки к нефтяной корзине, да, ориентация на спотовые цены. Напомню, что в договорах о поставках газа цена не фигурирует, фигурирует формула цены. В случае привязки к нефти, там стоимость мазута, печного дизельного топлива и так далее, и так далее. В случае ориентации на спотовые цены просто перечень бирж, котировки которых высчитываются. Кишинев пошел по европейскому пути, в результате увидел повышение стоимости газа мгновенно. Не хотите стабильности, хотите рыночной романтики, ну, получается. Долг растет. Понятно, что можно говорить о том, чтобы, допустим, пеню не учитывать. В этом случае не 700 миллионов, а 400 миллионов. Но когда из Кишинева звучит заявление о том, что мы не считаем это долгом, кто же будет идти навстречу? Напомню, что по решению, опять же, властей Молдавии была приглашена некая аудиторская компания без согласования с «Газпромом». Она насчитала долг 8 миллионов долларов. С таким результатом Молдавия обратилась к «Газпрому», вот мы посчитали. Ответ «Газпрома», а кто вам считал? А вот компания, а вы где ее взяли? В Европе, она европейская. Ну, хорошо. Ситуация патовая. То есть, с одной стороны, господин премьер-министр Молдавии намерен объявлять чрезвычайную ситуацию в энергетике, его тоже можно понять. Действительно, ситуация такая крайне напряженная. То есть, ситуация в Молдавии будет зависеть от погодных условий, как в Европе и принято, в Европе все зависит от погоды. И вот у них будет то же самое. Если будет мягкая зима, может быть, тех запасов, которые смогли накопить в подземных хранилищах, кажется, достаточно, а если нет, то нет. И что в этой ситуации делать, тоже не очень понятно. Теоретически можно претендовать на поставки электроэнергии из Румынии, но в Румынии вот сейчас безветренная погода была. Если посмотреть на статистику НСОЭ, Ассоциация компаний операторов объединенных энергосистем Европы, то отчетливо видно, что поставки электроэнергии из Румынии на Украину просто рухнули. Из-за того, что нет ветра, вот так случилось. То есть, соответственно, если Кишинев попробует договориться с Бухарестом о том, чтобы выручали, Румыния вряд ли откажет, но если у него будет возможность. А пока вот на примере Молдавии мы видим, что опять все зависит от погоды. Есть ветер, есть поставки. Нет ветра, нет поставок. В Румынии ведь саму себя надо обеспечивать прежде всего. Тем более, что сейчас, насколько я понимаю, в Румынии предстоит второй тур выбора президента. Да, буквально сегодня начался второй тур, и он будет растянут на 3 дня. Они смогут выбрать Санду? Или не получится? Я думаю, в следующий раз. Не дай бог, конечно. В принципе, Санду вещь универсальная. Не хватает голосов внутри страны, допишем, что нужно, арифметика сошлась нормально. Так что зима в Молдавии будет тревожной. Попытаться нарастить объем поставок газа из Румынии, если газопровод позволит, там немножко другой диаметр, немножко другая мощность, и опять же, похолодание в зимний период означает, что и в самой Румынии спрос на газ увеличится. А если прекратятся поставки через газотранспортную систему Украины, то те возможности обходные, так скажем, поставки по турецкому потоку, чтобы через территорию Болгарии поставить в Румынию и дальше в Молдавию, они отсекутся просто в связи с тем, что будет увеличен объем поставок в Венгрию. С Венгрии с государственной компанией МОЛ «Газпром» подписал соглашение о том, что если прекратится украинский транзит, то весь объем, необходимый в Венгрии, будет поставляться через турецкий поток. То есть транзитная мощность на 4 миллиарда кубометров просто
снизится для Болгарии, Румынии, соответственно, Молдавии. Такая очень неприятная, на мой взгляд, ситуация. О чем они думали, я понимаю, что были выборы, надо было предвыборную кампанию готовить, но министр энергетики не должен заниматься предвыборной кампанией, он должен готовиться к отопительному сезону. Если он этого не делал, он может теперь отдохнуть, подумать о своем поведении. Мне так кажется. Не знаю, о чем там думали и министр энергетики, и премьер-министр, и президент, и депутаты. Кажется, ну, ты прав о выборах, и вряд ли вообще о народе, и о том, как будут отапливаться. Ну, хотя уже бывший ныне премьер-министр энергетики, тот же самый Павликов, сказал, что, ну, по большому счету, это не должно жителей беспокоиться, потому что 63% жилого сектора в Молдавии отапливается дровами. Он, конечно, не упомянул о том, что в прошлую зиму забастовки, волнения и так далее были, и вырубка дров по всей стране, и инспекции были как раз-таки из-за стоимости той самой вязанки дров, которая выросла в прошлом году точно так же в разы. Ну, вот он нашел оправдание своему бездействию, собственно говоря. Ну что ж, у нас очень много сегодня было России, Европы, газовых труб, ты уже упомянул, нефтепровод «Дружба». И давай, наверное, в окончании нашей программы забытое слово «дружба» между Европой и Россией, но нефтепровод остался, на котором на этой неделе были в начале проблемы по северной ветке, которая, ты уже упомянул, идет через Польшу и Германию. Я так понимаю, что где-то на Польше что-то случилось, и несколько дней, по-моему, 3 дня, последние, Чехия говорила о прекращении практически поставок нефти по южной ветке. Сегодня, буквально за час до нашего с тобой эфира, пришла информация, что Чехия все-таки начала получать нефть. Что это было, и можем ли мы предположить о том, что сейчас «Дружба» рассматривается как, не дай бог, такой же объект терактов, как это было Северным потоком? Ой, ну, что касается 2 инцидентов, ничего такого стратегического не произошло. Польша прокомментировала разгерметизацию одной из веток нефтепровода. Там северная ветка разделялась на Германскую Демократическую Республику, уходила, и вторая уходила в Польскую Народную Республику на север к Ростоку, для того, чтобы равномерно распределять между нефтеперерабатывающими заводами, они состыковали 2 этих ветки, вот на одной из них разгерметизацию. Ну, как хотите, так и понимаете, рука Москвы, конечно, найдена, но как бы это можно, конечно, конспирологические теории, а можно, собственно говоря, вот ехал фермер на тракторе, вот труба, в трубе, наверное, нефть, а если дырочку проковырять? Ну, вот тоже нельзя исключать, что такое разгерметизация. Где-то дыра, по каким причинам возникла. Я думаю, что отремонтировать никаких проблем не возникнет. Все равно завод в Швеции, куда, прежде всего, вот эта нефть по северной ветке поступала, работает, по-моему, на 30% мощности. Ну, ничего страшного не произошло. Что касается поставок в Чехию, Чехия получала по «Дружбе» порядка 60% необходимой нефти. Сейчас так внимательно. Эмбарго, которое было введено 5 декабря на российскую нефть, касалось морских поставок. То есть Чехия здесь ни при чем, ей морем российскую нефть точно никто не поставлял. Для трубопроводов сделано исключение. По северной ветке прекрасный канцлер Шольц добровольно отказался получать нефть, он молодец, рад всем его достижениям. Ему не до нефти было, он как раз в это время турбину протирал. Вот. Польша тоже отказалась. Польша, понятно, достаточно крупный нефтеналивной порт в Ростоке, возможность получать нефть морем, удачно подписанный контракт с норвежским Статойлом, или как он там сейчас правильно называется, забыл. Есть очень удачное месторождение в Северном море, где по химическому составу нефть практически совпадает с Юрлс. Орден вовремя понял, что это нужно сделать, сделал. Есть договоры с Саудовской Аравией, то есть здесь все в порядке. Что касается южной ветки, исключение есть, причем оно бессрочное. Добивалась его Венгрия, способ добиваться таких решений в свою пользу известен. Либо Венгрия накладывает свое право вето на очередной
пакет антироссийских санкций, либо вы даете исключение. Ну, нет у нас в Венгрии моря, нету. Вот, можете там 5 раз на карту посмотреть и убедитесь, нету. Поставки через Хорватию, найди нефть, расширь мощности хорватского порта за свой счет, построй новый трубопровод за свой счет, долго, денег нет, извините. А маршрут южной ветки Россия, Белоруссия, Украина, Словакия, Венгрия. Сейчас Сербия выразила надежду, что будет решен вопрос о продлении до территории Сербии. Опять же, чтобы диверсифицировать поставки, получать не только через Хорватию, но и, то есть, если Хорватия поднимет расценки, будем получать отсюда, и горе знать не будем. Чехия тоже получала, хотя она вроде не участвовала вот в этом, сделайте исключение, так стояла в сторонке, но все равно через нас проходит, ну, лежит труба. Вот. Для того, чтобы было совсем понятно, Польша, которая отказалась от поставок российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», владелец 2 нефтеперерабатывающих заводов в Чехии. Там мы отказываемся от российской нефти, ну, а здесь она что, вот она идет, ну, как отказываться, вот же она. Вот. В связи с чем не было поставок в течение 2 суток, сказать сложно. Может быть, связано с датой 5 декабря, годовщина введения эмбарго. Я так понимаю, что Чехия переждала, раз никаких ветров неприятных не повеяло из Страсбурга. Восстановили поставки и восстановили. Что касается, возможно ли диверсия или нет, но с учетом некоторых тактико-технических характеристик киевского режима, возможно, вообще все. Но пока, как видим, работает. Я не исключаю, что какие-то договоренности по этому поводу есть. Я не конспиролог, я просто фиксирую, что поставки российского газа, российской нефти через территорию Украины осуществляются. Никаких диверсий, никаких взрывов ни на газопроводах, ни на нефтепроводах мы пока не видели, но это не говорит о том, что мы не увидим их в конце сегодняшнего дня. Так, предсказывать поведение киевских властей, это... Я отказываюсь комментировать, что они там делают, какие они решения там принимают. Там может быть действительно все, что угодно. Но пока работает. Пока работает. Что касается комментариев по поводу дружбы, то Киев заявил, что обязан выполнять свои договоренности с европейскими компаниями. Как он их выполняет, останавливая поставки нефти от «Лукойла». Хорошо. Это к политологам куда-нибудь. Чтобы не заканчивать на такой новости и на твоих мрачных прогнозах, я только это скажу... не прогнозы, это просто это нельзя предсказать. Да, вот предсказаний, да, не дай бог прогнозов, предсказаний твоих. Я просто хочу сказать, что в эти минуты начинаются встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, визит большой группы руководства России в Беларусь, где отмечается юбилей подписания договора о создании союзного государства. В одной из тем, которые будут между собой обсуждать 2 лидера, и, я так понимаю, Высший госсовет в расширенном составе, это объединенная система электроэнергии 2 стран. Но пока новостей никаких. Я думаю, что через неделю мы как раз, наверное, с тобой... Потому что в составе делегации премьер-министра России, это значит, что будут не только межгосударственные договоры, но и межправительственные, чисто хозяйственные. Так что, надеюсь, услышим много нового и интересного. Да, и будет что обсудить в следующей программе. А это уже положительная новость, на мой взгляд. По-моему, все, что касается союзного государства, действительно поднимает настроение. Это хорошо. Ну что ж, вот на этом поднятие настроения я предлагаю нашу сегодняшнюю программу закончить. В прямом эфире в свою традиционную пятницу, в свои традиционные 15 часов была программа «Энергетика» с БЛМ, программа, в которой мы обсуждали самые интересные новости в мире энергетики не только, вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Борис,